Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике покажу вам проходки через ассасинов в новом кодексе Алистере, замены некоторых героев и как вообще можно набивать, ну, плюс-минус приличные цифры. Присаживайся поудобнее, ставь лайкос с примувом, ведь мы начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Донатов.нет можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Ну что ж, земляне, вот, пожалуйста, мой результат, который у меня получилось нарандомить. Сейчас нахожусь на 48-м месте в момент записи видео, может быть, при выходе буду и ниже. Вот такая вот у меня пачка. Здесь у меня, давайте, может быть, вебку пониже даже сделаю, вот так вот. То есть здесь у меня 5-й Кигири, Эйвор на 1-й пробуде, Кассандра на 1-й пробуде, Ригар на 3-й пробуде. Да, нападал в ролик, посмотрите с крутками, увидите, как он мне классно выпал. Также у меня здесь 3-й Астраэль, Гретхен, естественно, Нериса 5-я и Лая 5-я. Все, давайте сейчас уедем. Теперь смотрите, какая ситуация. Если вдруг у вас, к примеру, нету Гретхен, Гретхен спокойно заменяется на Волку. Спокойно, да, только, ну, может быть, 1200 у вас уже урон просядет, потому что Гретхен помогает Кассандре, потому что у меня Кассандра на 1-й пробуде, она не так быстро заливается, не так хорошо дамажит, потому что ее базовая атака ниже, да, нежели на 2-й пробуде. Поэтому те, у кого 3-я пробуда, вообще с балдежом можно и 1100, и 1200 выбивать. У меня, к сожалению, на А1, поэтому приходится брать Гретхен. Ну и плюсом, видите, у меня Гретхен беспробудная, была бы хотя бы на А1, было бы вообще еще куда лучше. Здесь можно, в принципе, брать и Эйрлис, но я взял Нерису. Зачем взял Нерису? Потому что одел ее в вдохновение, то есть дал ей атаки. Она у меня на 5-й пробуде, она дает вдохновение 2 целям, и поэтому она мне повышает урон. То есть я ее одел в атаку, урон у меня вырос. Астраэль это бюджетно на самом деле, потому что никто до этого босса особо Астраэля не жаловал, никому он не нравился и так далее и тому подобное. Давайте теперь, в общем, покажу, как одевать подобных героев. Понятное дело, что у вас, если, к примеру, нету Ригара, то Торадор уже не зайдет, потому что он сам по себе урон наносить не может. Ну и в целом, как работает босс, у меня есть предыдущий ролик, поэтому мы не будем акцентировать внимание, что там делает сам босс. То есть, смотрите, Ригар одет у меня здесь в катаклизм. Вот такие вот характеристики: 51 тысяча здоровья, 28, почти 29 тысяч атаки, 496 скорости атаки и 351 крит урона на 100 крит шанса. Артефакт здесь его расколотый Эфес на нем в соло урон, чтобы дамажил. Ну и если у вас будет его личный амулет, вообще будет песня. У меня, к сожалению, вообще нету. Видите, нажимаем только эксклюзивное снаряжение, у меня просто тупо нету его эксклюзивного амулета. А в магазине подземки был ужасный, поэтому я его не покупал. Хорошо, давайте дальше. Астраэль, как вы уже видели, одет у меня здесь в Песнь Ада. Ну, не принципиально. Можете одеть и в магию, можете одеть и в катаклизм, что у вас на самом деле есть. Тут у него 40 600 здоровья, 24 300 атаки, 518 скорости и 348 крит урона на 100 крит шанса. Ну, видите, перебор. Артефакт у меня здесь шлем Гелиоса, то есть он во время ульты еще бафает тех, кто с ним рядом стоит, а он стоит рядом с Кигири и Эйвор. Ну, расстановку вы еще увидите. Вот такие вот у нас здесь проки. Восстановление ярости ему искал, чтобы он ультил почаще. Дальше смотрим. Кигири. Кигири здесь на 5-й пробуде. Естественно, без Кигири никакой контент у нас сейчас не закрывается, да. Давайте смотрим. 38 300 здоровья, 30 300 атаки, 536 скорости атаки, 348,5 крит урона, ну почти на 100 крит шанса, да. Артефакт, естественно, его личный, вот такие вот шмотки. Если у вас будет фракционка стражей, будет еще лучше, будет еще стабильнее, потому что, ну, я ему дал на самом деле не фракционку, а статы. Если у вас будет фракционка стражей с нормальными статами, то берем. К сожалению, ну, у меня нету.
Здесь, видите, в допах у меня восстановление ярости. Здесь я взял атаку, поменял. У меня была такая вот очень даже неплохая шмотка с ОЗшкой. Но урон у меня был ниже, потому что мало атаки было. Так, волка убираем. Гретхен. Гретхен у меня будет в вот таких вот шмотках. И я потом с Гретхен эти шмотки сниму, перекину на волку. Посмотрим, какой будет с волка результат. Пожалуйста, 42 тысячи здоровья, 23 400 атаки. Очень плохая Гретхен, на самом деле. Здесь надо хотя бы 25. 500 скорости атаки и 350 КУ. Артефакт здесь расколотый эфес, как и у Ригара. В принципе, доработки вы видите. Шмотки вот такого вот плана. Здесь, естественно, ей лучше ОЗшки поискать, потому что сама по себе она такая ватная. Видите, 17 тысяч базы. Там особо не разгонишься. Ну, теперь давайте дальше смотреть. Лая. Вот Лаю надо одеть максимально толстенько. То есть, видите, у меня здесь астральный страж. Вот такие вот допы с эффектом исцеления. То есть, у меня в рекомендационном плане как раз таки есть такие шмотки. Вот, собственно, для таких вещей они и нужны. Давайте смотреть, здесь 54 800. Честно сказать, дал бы еще больше. То есть, хотя бы 60 тысяч здоровья вообще будет круто. 15 800 атаки, скорость атаки 630, эффект исцеления 96 и восстановление ярости 30%. Хорошо, здесь все в порядке. Артефакт, естественно, эвфонический венец, это ее личный артефакт с такими вот доработками, как вы видите. Давайте двигаться дальше. Эйвор. Эйвор у меня здесь первая пробуда. Одел ее в катаклизм. Вот такие вот шмотки, видите, с такими вот низкими доработками. И, естественно, фракционку севера берем, чтобы дать побольше здоровья. Видите, здесь вот такие вот, ну, в принципе, бархатные шмоточки, да. Давайте смотреть. 47 289 здоровья, 29 600 атаки, 517 скорости и 365 крит урона. На третьей пробуде можно было бы рандомить еще лучше, потому что бы 2 топора вместо одной кидала. Ну, вот такие вот доработки в ее личном артефакте. Дальше. Здесь у меня дикая Кассандра на первой пробуде. Сдал ей катаклизм. Честно, мне в катаклизме больше нравится, чем в песне Ада. Потому что она, во-первых, не третьей пробуды. И ультую я ей не по КД. Здесь у меня, естественно, восстановление ярости там, где мог дать. То есть в этом амулете у меня вообще не было восстановления ярости нормального, чтобы крит-шанс соблюдать. Здесь пришлось тут компенсировать это чуть-чуть. Ну и так вот такие вот характеристики. 41 тысяча здоровья, 28 500 атаки. Тоже мало, 498 СА, 363 крит урона и 97,5 кэша. Артефакт, естественно, ее и личный. Вот такие вот, ну, неплохие на самом деле доработки, да. И давайте смотреть Нерису. Нерису я уже показывал, говорил о том, что она у меня здесь как бы чуть-чуть вдохновитель, но и ОЗшку не забываем давать, потому что может умирать. Здесь также, видите, эффект исцеления оставил, но, тем не менее, 20 тысяч атаки плюс-минус там хватает. Если можно дать больше, с тем учетом, что у нее хотя бы было, ну, 30-35 тысяч ОЗ, вот это вот минимальный диапазон, где она будет жить. И обязательно артефакт сфера эйфории. Чтобы разгоняла скорость атаки, нам важно наносить урон именно в секунду. Ну и теперь давайте начинать. Я вам расскажу по расстановке, как что делать. Потом посмотрим замены. И на автобитве я вам покажу заход. Честно говоря, очень сложно было мне набить хотя бы 1 миллион урона. Потому что все остальное там 960, 980. Сколько они тут ударят, я, честно говоря, не знаю. Потому что это всегда сюрприз. Давайте начинать. В общем, Эйвор мы выставляем вот здесь. Вот смотрите, вот так вот ставим. И разворачиваем вверх. То есть с ульты она будет доставать топорами по выходящему мобу. И, в принципе, проблем никаких нет. Дальше мы выставляем Лаю, бафаем ее крыльями милости. И рядом с ней ставим Кигири. Да, Кигири у нас будет вне хила, потому что, ну, я надеюсь, у вас есть Юри в коллекции. Потому что если Юри нет, тогда вам надо будет сдвигаться. То есть Кигири у вас будет стоять вот тут, а Эйвор будет стоять вот здесь. Ну и за спиной у них ставим вот так вот Астреля. Все, эта линия у нас укомплектована. Дальше мы выставляем Кассандру, выставляем Нерису. И за спину вот тут вот ставим Гретхен, чтобы Гретхен тоже била вот тут как раз выходящего этого моба. Ну и ставим вот так вот Ригара. Теперь, внимание, шестереночку нажимаем, автоульты, видите, вот это вот так вот и оставляем, все у нас красиво. Лаю руками жмем, Кигири руками жмем, Эйвор руками жмем. Все, нажимаем суперспособности, применение, поехали. Смотрите, в идеале, вот громовой приговор, смотрите, здесь 3 атаки. Сейчас будет. 1, 2 и жмем на Кигири, чтобы он успел прожаться, потому что в последнюю атаку он не получает оглушение и может прыгнуть нормально в босса.
Это зачем нужно? Чтобы мы просто вошли нормальные циклы ласточки, активировали, ну и максимизировали наш дэмэдж. Сейчас у нас дальше будут остатки закона. Мы включаем Эйвор заранее. И смотрите, только моб появился, вот только он выходит, сразу же ультуйте Кассандрой, потому что пока он не поднял свои руки, он не наложил на себя бонус. Потому что если почитать пассивку этих мобов, они друг другу снижают урон, входящий по ним. И пока они вот этот каст не нажали, то есть урон по ним влетает хороший. И как раз таки Кассандра будет ваншотить этого моба, ну, подольше. Вот видите, все, он уже достаточно мало урона получает, потому что уже забафался. Ну и все, здесь мы что делаем дальше? Лаи подзалились. Видите, Кигири у нас уже чуть-чуть отпадает, потому что у нас заливки ярости здесь на карте нету. Как вы видите, Эйрлис не присутствует. Все, ждем железное подавление. Чуть-чуть вот только он посох поднимает. Хоп, прожимаем. Все, Кигири выдалбливает. Все красиво, все классно. Все, напоминаю, что автокасты стоят. Все прекрасно. Остатки закона. Все. Ультуем Эйвор. Вышел. Я просто похлопаю. Моб руки еще не поднял. Видите, мы хоп его убили быстренько. Красота. Этот моб еще поживет. Но я, по-моему, да, он еще не должен успеть. Все, есть, топор потратили. Хорошо, здесь мы ждем железное подавление. Как раз в момент каста поднятия посоха прожимаем это железное подавление. И все у нас прекрасно. Все, хоп, прожались. Астраэль ультанул, все нормально. А как вы видите, Кигири спокойно без хила живет. Вообще ему ничего не нужно. Давайте остатки закона. Выходит моб, сразу же ультуем. И здесь вот пытаемся прожать как можно быстрее Эйвор. Все, у нас уже 400 тысяч есть, плюс-минус. Здесь, как вы видите, вот до 400 тысяч, там, до такого вот диапазона вообще даже и Гретхен не особо нужна, чтобы такой урон набивать. А вот потом уже дальше, как бы без Гретхен будет очень сложно. Поэтому, если, да, у вас будет Волка, Волка это как заменитель, потому что Гретхен накладывает штраф атаки. Здесь, хотя, видите, на мобе, ой, на боссе почему-то, не, вот, кстати, висит. И Волка будет тоже накладывать штраф атаки. Давайте его пультуем. Все, должны, по идее, еще раз убить его. Красиво, хорошо. Эйвор ультанули. Все нормально. Полетел Кигири. Ничего страшного, успеет этот моб, наверное, кастануть вместе с боссом. Не страшно. То есть не сильно прям это будет пока что болезненно. Все, почти 600 тысяч мы преодолели. Железное подавление. Прожимаем Кигири. Все, прожали. Отлично. Прыжок есть веры. Ждем следующий выход. Только видите моба, Кассандра полетела, все, оп, руки если не подымет, убиваем, ваншотим. Это, кстати, реально очень долго пришлось до этого додумываться, потому что, я думаю, они выходят, руки свои подымают, а ничего не делают. Ну, с чем это вообще может быть связано? Так, все, Кигири у нас полетела ласточка, красиво, давайте Лаю прожмем. Железное подавление, все, прожимаем Кигири. Кигири сейчас... Не видите, не помогает убить моба. Моб начинает нас дамажить. Ну давай, убивай его уже, сейчас же выйдет. Ну, уже следующая пачка выйдет. Ну это, наверное, самый вообще неудачный трай из всех, которые могли бы быть. И да, мы здесь, ну, в лучшем случае, я не знаю, мы даже 900 тут не набьем. Нас тут сейчас мобы просто пованшотят все. Давайте, вот видите, 840. Ну, в общем, концепцию вы поняли. Давайте сейчас покажу расстановку с Волкой. И дальше уже заряжу на авто. Посмотрите, как они бьют. Земляне, ну и как всегда, когда происходят какие-то события в игре, Smile One, Кодашоп, а также донатов нет. К сожалению, сейчас на донатов нет, наборы недоступны. Но на Smile One и на Кодашопе они есть. Вот они сейчас перед вашими глазами. Как здесь... их увидеть в целом, вам нужно ввести свой ID и свой сервер, то есть вы увидите свой ник, и у вас появятся вот такие вот наборы. Из наборов, которые я рекомендовал бы к, так сказать, покупке, это вот у нас набор синих круточек 30 штук, также набор древних призывов, здесь у нас есть также ниже набор древних призывов, и бонусные крутки нам также придут на почту, да, ну и также неплохой вот такой вот у нас есть мега бандл, на 100 синих кристаллов. Ну и в принципе из такого, что отметить, наверное, даже и все. Потому что вот этот вот миксованный набор, здесь у нас есть 2 золотые крутки. Кстати, он тоже неплох, в принципе, по соотношению, да, диапазона. Просто я никогда
ни сам не покупаю и не рекомендую покупать божественные призывы, потому что сакралы их называют скамкралы. Ну и то же самое, в принципе, на кодашопе, также все зависит от региона. Если вас, к примеру, из Украины не читает карту, вы можете спокойно довериться кодашопу. В разделе zip-код вы вводите 97410 и все, вас пропускает без комиссии, без ничего. Такой же самый zip-код действует и на Смайлване. Поэтому выбирайте свои пакеты, покупайте и лутайте пробуды, ну или же забирайте своих ассасинов. Ссылки на все площадки вы найдете в описании. Давайте продолжать ролик. Кстати, по поводу волки. Вот я ее переодел в шмотки самой Гретхен. Видите, здесь личная шмотка волки. Желательно ее иметь. Ну и ее личный артефакт, если есть, то обязательно одеваем. Все, вот у нас такая пачка. Можно, в принципе, Кигири перекинуть и сюда. Урона у него будет больше. Поэтому давайте начинаем. Все, пачка, видите, плюс-минус такая же. Можно дополнительно, если у вас, к примеру, нету Астраэля или еще кого-то, можете взять Драйлин или же Констанцию, можете поставить сюда Ревенхальда, просто с Ревенхальдом видос есть, концепция плюс-минус такая же. Давайте смотрим, вот я выставляю сюда Эйвор, ставлю рядом Кигири, выставляю Лаю, к примеру, у меня здесь Астраэль, если Астраэля нет, вы вот тут ставите еще и Ревенхальда, и все, у вас здесь линия закрыта. Если же нету ни Ревенхальда, там можете поставить Драйлин или же Констанция. Все, концепция абсолютно такая же. Если же нету Нерисы, вы берете Эйрлис. Если, к примеру, у вас нету Эйрлис Нерисы, соболезную, ну, как будто бы не то, чтобы можно вообще рассчитывать, да, на какой-то высокий урон. Дальше выставляю здесь вот так вот. Выставляю здесь вот так вот. И волку ставлю под самого босса, потому что если поставить волку справа от Ригара, она босса бить не будет. Ее можно будет поставить здесь, ну, как будто бы в этом особого смысла и нету. И делаем абсолютно то же самое. Волку можем ставить просто чисто на автокаст, потому что, ну, когда ультанет, тогда ультанет. Надеемся на это все, естественно, да. Громовой приговор. 2 раза босс бьет, прожимаемся, Кигири, все, видите, пробили, все нормально. Урон плюс-минус одинаковый, как видите, ничего особо не меняется. Давайте даже Лаю на автоульту выставлю. Все, остатки закона. Прожимаем заранее Эйвор. Все, полетели. Как вы видите, я же говорю, у Кассандры на первой пробуде нету вообще, в принципе, проблем с тем, чтобы справляться с мобом, когда вот он выходит, ну, без Гретхен. Вот после 500 тысяч тогда уже вот как будто бы там очень бы было бы неплохо, чтобы кто-то помогал Кассандре, потому что сама она, к сожалению, не справляется. Ну, если она не А3. А3 она просто за 2 ульта сама должна сдувать. И все, и никаких проблем у нее не будет. Все, давайте дальше. Остатки закона, мобы пошли, сразу же убили. Также ультанули Эйвор, все нормально, все вроде бы неплохо. Сейчас, ну, разочек ударит, ничего страшного. У нас за счет волки плюс еще Астраэля огромная куча вампиризма на карте. Вообще не должны переживать о том, как наши герои будут выживать. Все, дальше включаем Эйвор. Как вы видите, вот уже 550-560 тысяч. И как будто бы, ну, не особо разница есть, да. Волка должна быть у всех. Ну, я надеюсь, если вы ее не скормили, если вы скормили, то соболезную, конечно же. Все, ждем, пока моб появится. Ба-ба-ба-бах. Все, видите, уже должна быть Гретхен. Потому что без Гретхен сейчас этот моб будет жить. И все, и нас убили. 700 тысяч, тем не менее, есть. Все, сейчас можем попробовать добить еще этого моба. Все, как вы видите. Ну, 700 тысяч с волкой, ну, почему бы и нет. Как будто бы и не нужна вам Гретхен с этих древних осколков. Ну и все, сейчас покажу, как происходит битва уже на авто моими бойцами. Посмотрим и урон, характеристики урона финальные. Ну и будем заканчивать.
Вот характеристики финального урона. 289 миллионов урона нанес Ригар, 276 в Катаклизме нанесла Кассандра, 220 нанес Кигири, 197 нанесла Эйвор. Ну, как вы видите, Гретхен, аутсайдер, тут даже Астраэль 105 наколотил, но третья пробуда он очень сильно бьет. Поэтому вот такие вот пачки, надеюсь, будет вам полезно, поможет забрать какие-то более высокие награды. Пользуйтесь. Зелени, вот такой вот видос. Если по поводу замен чего непонятно, пишите в комментариях. Постараюсь подсказать, подумаем, покумекаем и постараемся вместе улучшить ваш результат на данном боссе. Потому что босс душный, но тем не менее какие-то циферки, что-то плюс-минус можно бить. И даже довольно-таки симпатичными героями, потому что я лично вот люблю Астраэля, и мне очень даже понравилось, как он здесь себя показывает. Плюс можно еще и Серегу использовать. Тоже видел пачки в топе. Но Астраэль все равно топ of the топ. Не забывайте ставить лайк по данным видосам, если он вам понравился. Ну и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Поделитесь данным видео с друзьями, с сокланами. Пусть тоже улучшают свой результат. И давайте лутать наградки, ведь коллаба идет. Нужны крутки, нужны ресурсы, чтобы забирать пробуды. Потому что у ассасинов пробуды достаточно вкусные. В описании мой телеграм-канал, там делюсь всеми актуальными промокодами, которые сейчас выходят в рамках события с коллаборацией ассасинов, да. Также все патчноуты, каждое обновление расписываю, показываю, что изменилось, и вы будете в курсе прям самые первые, не нужно заходить в игру и читать. В общем, подписывайся в ТГ, там всегда очень много полезной информации. Ну и самое главное, не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. А меня зовут Планета, и увидимся, когда увидимся. Пока-пока.